традиционной схеме, да? Да. Ну, а что? Ну, давай я начну Давай. с представления всех присутствующих. Okay, give me 1 second to get my sound level up. Все нормально, мы в эфире, я вижу. Всем привет, друзья. Сегодня у нас опять оригинальный состав стрима. Значит, в правом верхнем углу, да нет, на самом деле в правом верхнем углу, кажется, я. Значит, вот у нас внизу легенда аудиобизнеса, легенда хай-фая, Ричард Шрам. Так же правильно говорить. Человек, который основал когда-то компанию Parasound, которая производит теперь уже не только усилитель, но еще кучу всего, и до сих пор ею владеет и руководит, и отвечая в ответе за все. Так что мы можем с него требовать ответы на все вопросы. Он говорит, я не боюсь каверзных. Так что, друзья мои, давайте в хату все самые жестокие, интересующие вас подробности об усилителях, особенно усилителях Parasound, естественно. Вот. А также у нас, вот видите, еще представительный джентльмен в очках, второй, Артем Белоушкин, который занимается Parasound. Не, лучше оставайся, ты в них так поинтереснее, конечно. Который занимается Parasound у нас в России, так что если кого-то не устроило что-то в Parasound здесь, то, пожалуйста, вопросы к этому человеку. Ну, короче говоря, у нас такая сегодня схема, я на вопросах, так что сыпьте все в чатик. Вот, буду задавать их по-русски, Артем будет переводить. Так что моя работа, с одной стороны, полегче, а с другой стороны, повеселее. Итак, ну что ж, начнем, да? Да. Начнем. Тогда я хочу сразу первый вопрос задать, серьезный, который, естественно, так сказать, максимально... Меня, знаешь, эти самые глобальные вопросы меня интересуют. Но вообще, насколько я понял, у Ричарда как раз очень-очень весьма любопытная история того, как он пришел к хай-фаю. Вот, и я хочу сразу начать вот с того, как все начиналось. Во-первых, почему он подсел на хай-фай и как это произошло. Во-вторых, собственно говоря, как появилась компания Parasound тогда, в начале 80-х. Да? Начнем с этого. Начнем. Okay, Richard, once again, thank you for joining us tonight. I hope you can hear us clearly. We can see you. I hear you in English and in Russian, both. Everything's good. Yes. Michael will be speaking Russian today, and I will be a translator or interpreter, I believe. And we are online on YouTube, and almost 30 people joined us already. We believe that we will have more. So the first question, it is, let us say, more or less traditional one, which Michael asks to majority of our guests. Уж прям. Вообще-то нет. Can you please tell us a little bit of the background of Parasound? How did you personally got addicted to the hi-fi? How did you start your company? What was the story behind it? It's a perfect question. Thank you. I grew up with music, which was all important to me, and I had some very, very good luck as a young person in terms of being accepted into a preparatory program at Northwestern University when I was 9, having an opportunity to hear one of the first live versus recorded performances by a string quartet in Chicago. And I came to that conclusion when I was about 12 years old that all I really wanted to do was to bring music into people's homes. And that has not changed since, well, it's a long time ago. But everything that I've done between then and now has been to the end of bringing great music into people's homes. So prior to Parasound, well, go ahead and you can translate that one. Yeah. Thank you, Richard. Thank you. I appreciate. Да, ну, действительно, Ричард приобщился к хай-фаю, вообще к музыке с молодых лет. Ему повезло, потому что в возрасте 9 лет он смог поучаствовать в специальной программе, которая была организована Северо-Западным университетом. Программа эта заключалась в таких тестовых сравнениях живого звука, живого концерта и записи. И вот под впечатлением от полученного опыта где-то к 12 годам Ричард принял для себя решение, что вот все, чем он хочет заниматься в этой жизни, это звуком, это музыкой.
и он сохранил эту страсть и уверенность в правильности своего выбора до сегодняшних дней. И вот все, чем он хотел заниматься, и все, чем он занимается на протяжении своей жизни, это приносит музыку людям. Мне нравится, что с 12 лет человек просто сразу так: о, хай-файчик, это то, что надо. Я так понимаю, что как раз это вот были очень, это же были 60-е, насколько я понимаю, это были вот эти эксперименты очень популярные, типа сравнения, можем ли мы действительно воспроизвести звук абсолютно идентично тому, какой он как бы в реальности от настоящих инструментов. И эти опыты проводились и в Штатах, и в Англии, там, и в Германии. И, кстати говоря, довольно быстро по всем параметрам, если вдруг кто не в курсе, все строго приходили к выводу, что, конечно, в записи гораздо лучше все звучит, чем на самом деле. Yeah, Michael just wants to emphasize this is absolutely brilliant that young boy, let us say, by his 12 years already understood actually what he wants to do. It is really, really unique. And also Michael refers to this event which you mentioned. I believe it was in the 60s, right? When it was very modern to compare live music with their recording, and it was made in many concert halls and many countries. And according to Michael's understanding, quite fast, hi-fi, or at that time, let us say, music lover society understood that recording in many cases is better than a live music. I don't know what does it mean really, but sounds better. Sounds better, yeah. I think that's still being debated. Да, он говорит, что это, в общем, до сих пор можно дебатировать, да, пообсуждать этот вопрос. Sorry, Richard, we interrupted you regarding your story. Yes, please. Oh no, you gave me instructions not to go too long, so you could. Again, we are just in conversation. I'm just your obedient. We don't have scenario. Yeah, we will talk about. Давай мы даже более четко сформулируем вторую часть вопроса, потому что тут тоже появилась в чате, например, четкая реплика. А вот, собственно говоря, что не устраивало-то в мире хай-фая тогда, в 80-х годах, когда, собственно, они начали делать Parasound? То есть в этом смысле какая идея закладывалась именно с точки зрения звука в компании, чего хотели они добиться? Yeah, Michael wants to specify his question basing on the question which we got online already. And the question which we got online sounds like that. What didn't you like in, let us say, sound reproduction at that time, which you mentioned? Why you decided to establish your own company? What idea did you have starting Parasound? What did you want to achieve, and what actually have you achieved, according to your understanding? It's a perfect question. It's not a simple answer, so bear with me because there's some explanation. In the 60s, I was building kits like so many others, and probably many viewers on this event tonight. One of the first things that I built was a vacuum tube amplifier, and the first thing that happened when I plugged it in was it blew up, and I developed a very high respect for high B+ voltage at that time. Да, ну, естественно, что в молодые годы Ричард, как и многие любители звука, занимался сборкой, самостоятельной сборкой техники. Первая вещь, которую он собрал, это был ламповый усилитель. И первое, что сделал этот ламповый усилитель, будучи включенным, он, естественно, сгорел. So this part of my life was probably not very different than a lot of our participants this evening. It was a hobby. I built kits. When I got my driver's license, I started making some custom installation. By the way, there was always a custom installation business from the first time that there were separate components and people were putting large Altec drivers into closet doors and this kind of thing. And I got to be quite good at that. I'll say 16, 17, 18 years old. Да, ну, Ричард делает такое предположение, что, наверное, многие из тех, кто нас слушает сегодня, они пришли к хай-фаю, может быть, тем же путем, каким туда пришел Ричард, да, то есть самостоятельной сборкой каких-то
образцов электроники первых, да, как в случае с Ричардом это была ламповая техника, учитывая тот период, на который пришлись его молодые годы. Естественно, это работа в качестве инсталлятора, да, то есть специалиста, который ездил по клиентам и помогал им с подключением техники. Да, то есть, в общем, этот путь, он характерен, по мнению Ричарда, для многих любителей хай-фая, которые начинали свою карьеру, скажем так, в тот же период, что и он. So the big event, I moved from Chicago, where I grew up, to Berkeley, California, to attend University of California at Berkeley, and that was actually the beginning of what happened after that. So if you want to translate that, then I'll continue. Да, и большим шагом, который позволил Ричарду двигаться дальше, был его переезд из его родного Чикаго в Калифорнию, его поступление в Калифорнийский университет в Беркли. И начиная с этого, в общем, можно отсчитывать, скажем так, историю компании. So I didn't have very much money, and one day I decided I'm going to try to get a part-time job, and I walked about a kilometer south from the university campus to a small store that was selling parts, replacement CRTs for TVs, and a little bit of hi-fi equipment. And since I had read every magazine published since the early 50s, I thought I was pretty bright. So I walked into the store, and one of the owners greeted me and took me to a conference room to talk. I'll continue after you translate it. Да, и вот поскольку, как и, наверное, у большинства студентов с деньгами у Ричарда было не блестяще, он решил как-то подзаработать и как-то раз отправился в небольшой магазинчик, который располагался где-то в километре от университета, от его. Магазинчик этот торговал всякого рода запасными частями, в основном для телевизоров, ну и немножечко там для аудиотехники, да, для хай-фая. И вот Ричард, соответственно, пришел туда, имея за плечами, в общем, в основном опыт самостоятельной сборки техники, ну, естественно, будучи достаточно начитанным, поскольку он с начала 50-х годов не пропускал ни одного журнала, посвященного теме хай-фая, и вот встретился с одним из владельцев этого магазина, и тот его провел в комнату переговоров, да, для того, чтобы побеседовать. So we went into this room, and this older gentleman is looking at me very intently, and he looks at me and he says, "So what do you know about this stuff?" Now you have to get the picture of this. This is late 60s. It's Berkeley. There's a lot of concern about Vietnam, and my hair was about to here. It's really hard to imagine, I know. Like mine, yeah? Longer. Longer? Okay. Beautiful. So I looked at him right in the eye and I said, I got every bit of humility I could possibly muster. And I said, probably more than you do. So I got a job. That's true. I got a job for $1.75 an hour as a stock boy. And that's really where it started. Да, ну и как бы владелец его спросил, собственно говоря, да, парень, а что же ты знаешь, вообще говоря, про хай-фай? Ну, нет, там был, подожди, я так понимаю, значит, а это же, говорит, времена-то хипейские, да? Ну, значит, да, давай я продолжу, да, то есть тут год. Надо сделать отступление, что это, в общем, да, действительно, конец 60-х, времена такие, в общем, непростые, тем более это Калифорния, свободолюбивый штат, плюс война во Вьетнаме, сопутствующее этому соответствующее настроение молодежи. В общем, Ричард был хипарем, хайер у него был такой по плечи, ну и соответствующий был настрой. Поэтому в ответ на вопрос владельца, что же ты знаешь про эту работу, он ответил, что побольше, чем вы вообще говорите. Вот. И получил, в общем-то, работу за $1.75 в час в качестве помощника на складе. Вот так, в общем, так Ричард вошел в хай-фай. Great story. So I was handed a broom and I got to be pretty good at sweeping the floor. And then I graduated to installing cartridges in the record changers. They were really before many turntables, putting the wood cases on the receivers, assembling their house brand speakers. And because this is all stuff I knew about, and I was having a great time. I would have paid them
for this job that they were paying me for. Да, ну и начав с того, что он мыл полы на складе, в общем, делал это настолько здорово, что его продвинули и, в общем, допустили до святая святых. Ричард занимался различного рода сборкой, да, то есть он менял картриджи у проигрывателей у виниловых, он собирал акустические системы, который производил этот магазинчик, да, такой вот. Слушай, я так понимаю, что вот просто мне тоже это самое... Я так понимаю, что там вообще, в принципе, в этот момент ведь хай-фай бизнес, он был такой вообще в целом довольно кустарный, да, по своей идее, да, то есть вот там, условно говоря, у тебя был магазин в городе, и в этом магазине буквально и делались многие компоненты. Да, там, это я сейчас акустические системы и так далее. обязательно спрошу, да. Я Ну и Ричард, правильно да, понимаю вот, историю, да. вспоминая те времена, вот он говорит, что я вообще за такую работу сам бы с удовольствием платил, вот, а тут платили мне, и это вообще была лучшая работа на свете. Richard, is it true that at that time every small shop, for example, which you mentioned, was able to let us say, manufacture or assemble its own, let us say, equipment, amplifiers and speakers. And at that time, there were no brands, actually, as we understand it now on hi-fi field. Is it true? I think it's a bit of an exaggeration. A lot of small shops were started by hobbyists who wanted to have their own voice, so to speak, and so they would assemble some of their own products. But that was generally limited to loudspeakers, which weren't terribly difficult to do. Electronics, no, that would be impossible. Ну да, то есть, наверное, это все-таки было бы преувеличением говорить, что прям уж совсем каждый магазин собирал все на свете. Очень многие маленькие магазинчики, которые торговали хай-фаем, они, конечно, искали свой звук, да, но в основном это ограничивалось производством акустических систем, да, что было, ну, более-менее доступно. Конечно, производство электроники в рамках отдельно взятого магазинчика слишком сложная задача. So this company was very ambitious, and I joined when there was one store, and then they opened a second store in San Francisco, and I became the assistant manager in that store. But really, the story starts with their ambitions to create their own products. This single store that I started out with ended up with 103 stores and the largest audio company in the history of hi-fi up to that time. So I'll continue. Да, и, в общем, компания, магазинчик, вернее, в то время еще не компания, на которой работал Ричард, обладала, в общем, довольно серьезными амбициями к росту бизнеса, и в скором времени открыла второй магазин в Сан-Франциско, и Ричард получил должность старшего менеджера в этом магазине. И вообще говоря, компания эта с течением времени превратилась по тем временам в крупнейшую розничную сеть по торговле с хай-фаем с 103 магазинами в сети. Это действительно был выдающийся результат в то время. So they had ambitions to make their own electronics, and I was recruited to assist with this project. And to speed up the story a little bit, we ended up having 4 separate product lines of electronics, turntables, tape decks, and speakers, which by 1978 accounted for 70% of the company's profits. Да, и компания имела амбиции не только к расширению бизнеса, скажем так, вширь, но и вглубь, да, и компания начала разработку собственной электроники. И через некоторое время у компании было аж 4 линейки, да, там были и кассетные деки, правильно, да, я услышал? Да, и кассетники, и вертушки, и вертушки. и усилители, в общем, весь набор, я так понимаю. То есть, в общем... So, go ahead, sorry. Yes. So the part of this that's really relevant was that I was simultaneously a retailer because I'm managing a store, supervising people, and also developing product, which makes me one of the very rare guys in hi-fi that had the opportunity to be simultaneously a manufacturer and a retailer. And that's where the magic is. Да, и уникальность ситуации Ричарда заключалась в том, что он одновременно был и менеджером этого магазина, да,
руководителем, собственно говоря, занимавшимся продажами, и одновременно он возглавлял проект по разработке техники. И это, вообще говоря, ситуация, которая сделала Ричарда своего рода уникумом, да, то есть уникальной персоной дала ему уникальный опыт. Присутствовать одновременно было, да? В двух мирах, да, и в мире продаж, и в мире разработки. То есть это действительно как раз тот момент, как выразился Ричард, когда волшебство случилось. So this was an opportunity that nobody else that I knew had, which was to be in touch with customers and build products that I knew they wanted. So it wasn't like a group of engineers in Tokyo talking about something and expecting that somebody was going to appreciate what they were doing. I had direct feedback from customers. I knew what it was that they wanted. And I also knew that anybody who works in retail, if you don't understand and respect your customer and enjoy the process, you're going to fail. I was having more fun than you could imagine. And so I was really the only one in the audio industry who had the privilege of simultaneously being a retailer and a manufacturer. So everything that I did, everything that I built was informed by what I knew customers wanted. И действительно, ситуация поистине уникальная, потому что Ричард имел возможность получать непосредственный и прямой отклик от клиентов касательно того, что же он разработал и что произвела его компания. То есть это было не как группа инженеров, которые сидят где-то в Токио, да, и разрабатывают что-то такое, в общем, что они обсуждают где-то в своем узком кругу. Это был непосредственный такой интерактивный процесс, да, который, опять же, Ричард повторяет, для того времени в его случае был совершенно уникальным, когда он имел возможность и разрабатывать, и непосредственно общаться с конечными потребителями, тут же получая от них реакцию касательно того, что он им предложил и что он для них разработал. So all of this really is the start of Parasound, considering how it is that the company is organized and what our objectives are, grow out of this period when I was in my early 20s, and that's never changed. So this was a rare gift. And in fact, just as an example, if other participants tonight want to look at, do a Google search of something called Concept 16.5, which is one of the products that I developed. This was later on, about 1976, 77. And if you look inside this, you'll see a similarity to what we're doing today that is absolutely uncanny. But I was developing this when I was 29, 30. But that string of overbuilding and beauty and just great satisfaction hasn't changed. But it starts there. Да, и тот опыт, и тот подход к работе, да, который получил Ричард, да, к которому получил доступ Ричард, работая и в рознице, и в разработке одновременно, он лег в основу, вообще говоря, идеологии компании Parasound, и эта идеология не поменялась с тех самых пор, да, с конца 70-х годов. Когда... Значит, какой он там аппарат? Значит, Ричарда было, да, где-то 29-30, да, и вот он говорит, что если вы погуглите и найдете такое изделие под названием «Концепт 16.5», да, и найдете как говорится, фотографии внутренности его, то вы увидите, в общем, много похожих элементов, имеется в виду схемотехнических элементов, естественно, не элементную базу, скажем так, схемотехнику, да, схемотехнику, да, которую вы увидите в современных усилителях Parasound. Да, а я так понимаю, был еще девайс, который он как раз разрабатывал еще внутри той компании, да, но и в результате эта идеология, по которой он его строил, она как бы сохранилась до настоящего момента. Да, абсолютно точно. Да. Так, ну, тут сразу же вопросик, и вот мы уже на пороге образования компании Parasound. Откуда название-то взялось? Yes, we got another question online. So, what about the name? Why Parasound? How did you invent this name? What does it mean? I didn't. I bought it. You didn't? When I left this company,
And I have to add, I'll delay answering the question you just gave me because there's a piece of the puzzle that's also very important, which was this company that was at one store when I started, was purchased by CBS in 1972, the same year that they purchased Steinway Piano. And so now I had a very, very rich checkbook to take with me when I went to the factories. CBS had unlimited amount of money, and if you went into the Ginza area in Tokyo, the largest, biggest billboard was CBS Sony, because it was a joint venture for software and hardware. So I had the opportunity. I had a lot of money that I could spend developing things, but most importantly, I learned how things are done in Japan, about subcontracting and how you really separate a factory from a subcontractor. And some of those, I'll give you one instance, which was very colorful to me. On one of the trips, I was taken to the north end of the main island in Japan to see a factory. I get off the train with my guide, and we come to a classical Japanese fisherman's house. And it's a foggy day. This looks like a scene from a Kurosawa movie. And I walk into this house and I could smell something very familiar. And I walk back to the back of the house, and there's a small room with about a dozen ladies stuffing a printed circuit board with a solder pot in the middle, which is what I could smell. And that day they were making circuit boards for Sansui, which was a big brand at that time. And this was an indelible picture of how things get done. And that's not dissimilar to what we do today, although nothing's done in a Japanese fisherman's house and they're not groups of ladies around a solder pot. But the whole concept of how separating out who claims to be a factory, who may just be a trading company, and who really is a factory. And that's informed how we've been able to accomplish what we've done. Да, ну и, в общем, рассказ о Вот это становлении инсайт. Parasound был бы неполным, да, без последнего вот такого кусочка пазла, да, который замечательно ложится в картину истории компании. Да, то есть откуда, собственно, Ричард получил возможность начать собственный бизнес. Магазин, I promise to answer your guest's question in a second. Yes, sure. Магазин, в котором он работал, был куплен компанией CBS. Это, естественно, было большим вообще финансовым подспорьем, потому что Ричард получил, как он выражается, толстую чековую книжку в карман. Вот. В те времена CBS сотрудничала очень плотно с компанией Sony и как раз занималась скупкой различного рода активов. В те же времена, что был куплен магазин, в котором работал Ричард, компания CBS купила и компанию Steinway. И, соответственно, Ричард получил возможность из-за сотрудничества компании CBS и Sony, получил возможность съездить в Японию и, вообще говоря, посмотреть, как устроен бизнес OEM производства, то есть производство по заказу сторонних производителей. И вот он вспоминает, как он поехал на север острова в сопровождении своего гида, и гид его привел к небольшому такому рыбацкому домику типичному. И они зашли внутрь, это был, говорит, такой туманный, хмурый день, как из фильмов Куросавы. Вот он заходит в этот домик и слышит, чувствует знакомый такой, значит, аромат, и заходит в комнату, и там несколько женщин сидят в кружке, значит, возле такого очага, да, камина, и занимаются тем, что паяют платы. Вот, как оказалось, паяли они их, в общем, для компании Sansui, в те времена очень популярного бренда. Я так понимаю, сейчас в Китае так работает. Да, и для Ричарда это был, конечно, очень незабываемый опыт. Он, в общем, посмотрел, как устроено производство на заказ электроники. Понятно, что так уже давным-давно никто не работает, не только в Японии. Я думаю, что Миша в Китае уже, наверное, никто так, сидя вокруг небольшого очага в рыбацком домике, не собирает брендовую аппаратуру, но тем не менее это вот был, скажем так, было начало знакомства Ричарда с производством, массовым производством, я отмечу, электроники. So the big part that informs Parasound wasn't just how to find factories and how to have things built, but it was the
experience that I had simultaneously being a manufacturer and a retailer, the feedback loop from the salespeople in the stores was very direct. Normally, if there was a problem, let's say a customer is unhappy about something or something's broken, the salesman goes to the store manager and reports it to him. The store manager goes to the local representative, sales rep, and reports it to him. He may tell his boss is going to maybe call the sales manager of the company in the US. The sales manager of the company is going to tell a vice president who may or may not have the courage to tell the boss in Japan that something's wrong. But this is like the game telephone. Every step of the way, the story changes. And so nothing ever gets accomplished. Да, ну и, в общем, действительно, знакомство Ричарда с производством это было не все. Не то, что не все, это не было основным. Да, основным было его понимание, как должен работать производитель. Да, вот этот его опыт работы одновременно и в продажах, и в производстве, он все поменял. Потому что как выглядела, вообще говоря, работа с претензией по какой-нибудь технике, ну, в данном случае японской в те времена. Да, приходил недовольный клиент, жаловался продавцу, который продал ему, да, что-то. Продавец шел к директору магазина, директор магазина звонил местному представителю компании, у которой он покупал эту технику. Этот представитель компании звонил своему начальнику в офисе в Америке. Начальник американского офиса звонил вице-президенту в Японию. Ну, а японский вице-президент, в общем, если имел на то желание, он, в общем, связывался уже со своим президентом, с владельцем японской компании. Но у них там как раз, да, это все это обвисало на какой-то из этих точек по-любому, потому что никому не хотелось жаловаться начальству. Ну, даже если представить, что всем хотелось помочь клиенту, наверное, все-таки оно так и было. Тем не менее, за вот эти 6 итераций, за эти 6 телефонных звонков суть претензий клиента терялся. И, в общем, наверное, клиент так и в конце концов не мог дождаться решения его проблемы вот именно в той структуре, которая на тот момент существовала, да и сейчас существует. So the biggest part of all was the things that I learned from the salespeople. Because my door literally was always open, and because we were the largest retailer of audio in the world, the salespeople had a lot of attitude, and they were very, very cocky. So the things that I learned were you build a product that's relevant, that actually is what customers want to buy. This is quite different because a lot of factories, somebody has an idea about something, the engineers get together, they build it, and nobody gives a shit. And so, yeah, I guess I could say that because I just did. I will translate it polite way, don't worry. Okay, well, we'll be more careful. But this is really what happens. Sometimes a committee will, whatever country it is, or the boss of the company will get an idea, and what will be created might or might not have any value to a customer. And we see, and this happens all the time in our business with the best of intentions, but not necessarily the most intelligent way to go about doing something. Да, ну и очень часто, к сожалению, в нашей индустрии, да, происходит такое, да, то есть инженер, который, безусловно, гениален и хочет с самыми лучшими намерениями хочет разработать что-то действительно прекрасное, вот, он это что-то прекрасное в его понимании разрабатывает, выражаясь корректно, переводя корректно то, что сказал Ричард, всем как-то потребителям пофигу до его светлых устремлений. И это, в общем, и имеет место сплошь и рядом. Да? Отсутствует прямая связь между клиентом и производителем. И вот как раз Ричард в случае с его компанией, когда он работал на крупнейшего по тем временам розничного продавца Hi-Fi, привел его к мысли, что, в общем, вот эту связь ее терять ни в коем случае нельзя между клиентом и производителем. The other half is learn very quickly, build a product that doesn't break. And boy, that is like imprinted on me, because having worked in retail, to see what happens when somebody's bought something, they paid a lot of money, it's not working, and everybody's either sad or angry or both, that's no good. And so reliability has been really the first and foremost of what we do. And we spend a lot of time developing products before we release them to make sure that the products are going to be reliable and people can depend on them.
Ну и вторая составляющая успеха, да, то есть первая, как мы уже поняли, это прямая связь производителя с потребителем. И вторая составляющая успеха – это надежность. Потому что, опять же, работая в ритейле, Ричард повидал, как вообще выглядит разгневанный клиент, который потратил довольно много денег на технику, а она не работает так, как надо. Поэтому надежность и безотказность техники – это, в общем, вторая икона Parasound. И Parasound тратит очень много времени на разработку и на тестирование аппаратуры, прежде чем она выходит в продажу. So I want to get to your the question about where did the name Parasound come from, and I mentioned before I bought it. Well, I left this company in December of 1980. December of 1980, no, 81. Sorry, and I came home and said I've left my job, and my wife said I've just been married less than a year. She said, "You did what?" That wasn't a good evening, but I started getting jobs as a consultant and developing products for various companies or giving them advice. I had a spell with Yamaha where I was commuting to Southern California to help them and got to see what it was like being a subsidiary of a Japanese company where the Japanese parent company would send a container of stuff that they didn't really need or want. And that was distressing. So I started actually, some people were asking, why don't you develop some products? Some of my associates in Japan at the time. And so I did while I was still consulting. And then there was going to be a consumer electronics show. And it occurred to me, I don't have a name for this. So I was sharing office space with a gentleman named Bernie Krause, who owned the name Parasound for his record publishing company. And I said, oh, I guess that's okay. So that's really where the name came from. I didn't make it up. I just bought it. Да, ну и вот, в общем-то, возвращаясь к вопросу, мы так к нему немножечко кружным путем шли. Как же все-таки родилось имя Parasound? Да, Ричард утверждает, он его не придумал, он его купил. История такая простая, он, в общем, в 80-м, да, 80 или 81 году, он, в общем, оставил работу в рознице, покинул магазин, что шокировало его супругу молодую. Он как раз за год до того женился и объявил, что ушел с работы. Вот, и начал работать как консультант, работал, скажем так, уже сам на себя, работал, в частности, на компанию Yamaha, повидал вообще многое, и лишний раз, скажем так, убедился, как выглядит работа, когда, значит, производитель, находящийся за 7 морями, посылает контейнер всякого оборудования, которое даром тут никому оказалось не нужно. В общем, собрал богатый опыт, ну и, в общем, потихонечку разрабатывал свою собственную аппаратуру, свое собственное оборудование и участвовал в выставках, и ему вот на первой же выставке обратили внимание, сказали, что же у тебя никак не называется твое добро. И он, в общем, призадумавшись над этим, вспомнил, он делил офис в то время с человеком, у которого была собственная студия звукозаписывающая маленькая. Вот, Берни Краус, по-моему, да, если правильно имя запомнил. И у него эта студия называлась Parasound. И Ричард решил, что, ну что, прикольное имя. И он купил это имя у этого человека. Richard, as far as I understand, that small record studio actually doesn't exist anymore. So, but Parasound's still alive because of you, right? I mean, name Parasound. Right. Ну и, в общем, да, уже той маленькой студии давным-давно нет, а имя Parasound вот благодаря такому решению. Так, ну хорошо, прежде чем мы перейдем дальше, я думаю, что уже надо переходить к вопросам из чата, потому что их вагон. Вот, но я же сейчас выполняю роль, значит, Андрея. Роль, как тут в чате принято выражаться, пультовских гоблинов или что-то в этом роде. Поэтому я должен, ребята, провести интеграцию и сообщить вам, что, во-первых, там вот есть в чатике уже надпись о том, что на Parasound скидон 20% до 3.06, это июня. Да, на короткий промежуток времени можно нахватить Parasound. Вот, а по промокоду, да, промокод, вон он там тоже, по-моему, нарисован. Ну, короче, сами посмотрите. Вот, а еще, значит, у них сейчас проходит 20% скидка, как это летняя, на типа
побольше, чем 100 моделей наушников. Скидка тоже до 20% с 20 мая по 12 июня. Так что, ребята, давай не скупись, налетай на весь хай-фай. О! Sorry, Richard, it was a minute of advertisement. Yeah, for the retailer. Окей, значит, смотрите, я прежде всего, вот тут много конкретных вопросов интересных, но я хочу еще вот от себя последний рубануть. Все-таки схемотехника Parasound. В чем там смысл? Есть ли какой-то характерный технический момент, который отличает усилитель Parasound от, скажем, там, большинства других усилителей в мире? И если, проприетар, да, что-то. То есть в чем, так сказать, основная техническая идея? Yeah, a big question, which means that I believe it is difficult to answer in a short words. But please try, Richard. What is unique in Parasound, let us say, PCB design or architecture, Parasound architecture? What differs it from other amplifier manufacturers? That's a good question. I think that there are several ways to answer that. One of them is that everything we do is based on provable theory and science. Sometimes there are a lot of audio brands that create products that are the child of the guy who owns the company, who has a theory about how something can sound. And some of those products succeed and some of them don't. But we've always used what John Atkinson at Stereophile would refer to as first principles, based on the science and based on the reality, not some kind of a pet theory. And so what comes first is reliability. And reliability means purchasing the best parts possible for the longest possible life, and being very conservative about that and never compromising. So that's one building block. Да, основа, которая, скажем так, лежит в фундаменте Parasound, это опора на проверенную теорию и на науку. Есть много производителей электроники, да, которые пестуют свою продукцию как такого личного ребенка, вкладывая в него какие-то свои теории о том, как должен звучать усилитель, да, как должна звучать электроника, отходя при этом от неких канонов. То есть Parasound все-таки больше опирается на каноны в их, скажем так, научно-техническом понимании. И прежде всего речь идет о компонентах. Parasound в качестве своей политики декларирует, что он выбирает лучшее из элементной базы, что можно найти на рынке, и лучшее не только с точки зрения качества звука, но и с точки зрения надежности, что позволит технике работать долгие-долгие годы. Это, скажем так, кирпич номер один. And we've learned how to do this better and better. It would be silly to claim that our first products in 1981 were as good as the products that we have now. That would be ridiculous. But we've learned continuously. And then one of my mentors, you were probably waiting for me to get to this, is John Kerl, who's a genius. And we speak every day, and it's not an exaggeration to say, in almost every conversation, I can learn something new from him. Да, и, естественно, надежность, да, которая не родилась мгновенно. То есть Ричард не хочет вас убедить, что прямо начиная с 1981 года Parasound обладал той же надежностью, которой он обладает сейчас. Но, тем не менее, компания училась и продолжает учиться этому, да, набираясь опыта. И набираясь опыта не только из своих внутренних источников, но и снаружи. И здесь Ричард упоминает своего учителя основного, да, и человека, с которым он общается каждый день, человека, которого он называет гением, безусловно. Это Джон Керл. Я надеюсь, что про него мы услышим еще не единожды в дальнейшем, да. И это, в общем, тот человек, который с Parasound, если не составляет одно целое, то является его, скажем так, естественным продолжением и дополнением. Yes. Что там у нас со связью? Нет, все хорошо.
Давай тогда, вот я хочу сразу протранслировать вопрос прекрасный, практически, который очень любят задавать в чате, такого рода вещи. А вот какой усилитель Parasound купить к колонкам Bowers Wilkins CM5S2? Typical question which we usually get online from our beloved viewers. The question now is very straight. What Parasound amplifier would you recommend for Bowers Wilkins CM5S2. CM5S2. I don't know. This is the bookshelf speaker from the CM line. I love such questions. Oh, I think we got to get rid of the telephone. Thank you. I'm really. Oh, wait 1 second. Телефон там у него названивает. Что ж такое? All those people never call me here. I'm glad that B&W was mentioned, and this makes the answer very simple. But then there's a reason for this. Any of our Halo series amplifiers will be ideal for that particular B&W or any other B&W speaker. So I'm gonna just take a little side venture here. B&W speakers are exquisitely engineered, and yet they often get a bad rap for having kind of an aggressive high end or sort of a clinical sound, which is really unfair. So if you want to translate that, and then I'll continue. Да, ну, во-первых, Ричард, да, благодарит за вопрос, потому что как раз такой вопрос позволяет ему дать прям конкретный ответ. И начинает он свой ответ с того, что любой усилитель серии Halo, или как мы тут в России произносим Halo, да, он будет идеальным партнером для упомянутой модели, да и вообще для многих моделей Bowers Wilkins. И вообще говоря, Ричард считает, что стараниями не совсем родивых продавцов у B&W создалась репутация таких уж прям чересчур супер хай-эндных и каких-то прям мега-аналитичных колонок, что, по его мнению, не так. Because the B&W speakers are so capable, with a typical solid-state amplifier, they will sound, or can sound, I should say, harsh, somewhat clinical and detached, maybe aggressive. And B&W has had to live with that. But the reality is it's typically the characteristics of most solid-state amplifiers, which their distortion components are odd-order harmonics, and odd-order harmonics are very disturbing to our ear. In musical terms, we would say it's dissonant. Nothing fits together. Ну, то есть репутация такая могла произойти из того факта, что если вы будете слушать там B&W с каким-то неким типичным транзисторным усилителем, да, транзисторным усилителем, то для вас такая система будет звучать жестко, резко, агрессивно, аналитично, и в основном это будет проистекать не из колонок, а из усилителя, да, из нелинейных искажений, которые такой усилитель генерирует, да. В общем, это такое, скажем, общее место, да, для твердотельной электроники или для транзисторной электроники. Да. Которая, а Bowers Wilkins, использует... соответственно, просто дает тебе это услышать. Да. То есть колонки тебе, в общем, показывают, что же делает твой усилитель на самом деле. So the Halo amplifiers, actually all of our amplifiers, prominent harmonic structure is even order, which in musical terms would be consonant. So I have a pile of letters from B&W owners thanking us because now they can hear their speakers and enjoy them. They thought maybe I have to get rid of this thing, and they realize how wonderful it is because the Halo amplifier characteristics are perfect for it. So it's a long answer to a short question. Да, но это, в общем, да, короткий ответ на длинный вопрос. То есть, действительно, усилители Parasound, они гораздо более аккуратно обходятся с четными гармониками, в принципе, да, чем многие другие одноклассники и конкуренты. И у Ричарда есть целая стопка вообще писем от владельцев B&W, которые благодарят его, да, за его усилители Halo, которые позволили им от акустики получить то, что они ожидали.
Ну, в общем, да, короче говоря, понятно, что, ребята, если вам не нравится, как играет Барус Уилкинс, просто включите в него Parasound. Нормуль. Вот. Тогда сразу вопрос, опять же, из чата подхватываю. Ну, хорошо, а кроме Барус Уилкинс, какая вообще вам нравится Ричарду акустика? И, кстати, я от себя добавлю. Ну, хорошо, а вот домашняя система есть у нашего героя? Если есть, то что в ней стоит? Понятно, кроме Parasound. Okay, so we had a lot of, let us say, compliments towards BMW. But what about you, Richard? What speakers do you have in your house? Or let us a little bit develop this question. What speakers would you name like a perfect, let us say, partner for Parasound amplifiers? Oh, you warned me about this question. Yes, I did. I'm going to hold Michael responsible for this. Yes. I don't have any one speaker that I live with forever because of friendly relationships with other companies. People throw speakers at me. And so it depends on when it might be. There were many, many years that I lived with first original quads and then ESL 63s. And don't tell anybody, but for years I had a pair of Marantz 8B vacuum tube amplifiers. Да, ну, Ричард, give me a minute, I will translate, this is brilliant. Да, ну, у Ричарда нет какой-то одной пары, с которой вот он живет на протяжении жизни. Из-за его очень теплых и близких отношений с очень многими производителями акустики, по меткому выражению Ричарда, он завален акустическими системами. Вот, и меняет их, в общем, довольно часто. Длительный период он прожил, скажем так, в одном доме с классической парой ESL 63 квадовских электростатов. Вот. И даже вот он говорит, не говорите, парни, никому, но у меня даже старый Марантz был ламповый. Такой был период в его жизни. Some of this is determined by my wife, who will accept some speakers and won't accept others. And so to preserve marital bliss, I have to obey. Да, но иногда какие-то колонки задерживались подольше, в основном потому, что супруга Ричарда, да, она, в общем, благоволила той или иной паре, ну и чтобы, в общем, поддержать семейный очаг в неугасающем состоянии, Ричард был вынужден соглашаться с ее мнениями. Давай, я все хочу на английском начать задавать вопрос, уже все привык. Слушай, значит, я хочу еще немножечко вот по этим самым, параметрам усилителя, тоже тут сразу же возникло продолжение разговора насчет искажений усилителя, да, там как раз был поинт у Ричарда, что, мол, типичный транзисторный усилитель, у него много именно как они правильно называются, негармонических искажений, да, негармонические искажения, которые, соответственно, вот и вызывают ощущение такого резкого неприятного звука, вот, а у него, значит, все искажения, если есть, то только гармонические, по-моему, так он и сказал. Вот, так, собственно, сразу же вопрос появился. Вот буквально в недавнем стриме мы говорили, что по сравнению с искажениями, которые колонки вносят, искажения усилителя ничтожны, и ты их не слышишь. Вот так ли это на самом деле? И действительно, неужели мы на самом деле можем слышать вот эти вот супер маленькие доли процента искажений, которые сейчас у всех усилителей как бы за пределами слышимости вроде как? Another great question, Richard. Actually, in one of our previous streams, Michael discussed this issue with non-harmonic distortions, and the topic at that time was that the speakers, they produce actually much more harmonic distortions that let us say even very average amplifier can produce. And because of that, because of let us say very unlinear sounding of let us say majority of the speakers, we are not able to hear the distortion which comes from the amplifier. So it's so low, actually. Is it really true? Well, I think in part it's true that in general loudspeakers have more distortion because they're mechanical devices and they can't be as precise as an electrical device. I think most of this harmonic distortion really is at the low end where the cone excursion is so large. And if you were to measure only the low frequency
response of a speaker accurately, you'd find that there were a lot of variations. When you get to the high end with a very, very small diaphragm on a tweeter and virtually no weight, there isn't nearly as much harmonic distortion. And it doesn't take very much odd order harmonic distortion in an amplifier to really make a speaker sound not very good at all. And so we look to the even order harmonic distortion, which is very pleasing to the ear. Да, ну, да, это на самом деле правда, если говорить в целом, да, про электродинамические системы, каковыми являются колонки наши с вами. Как любая механическая система, она, конечно, производит очень много нелинейных искажений. Вот. И в неком таком среднем варианте, да, на этом фоне, наверное, искажения от усилителя мы не услышим. Но если мы будем говорить про high-end, да, где, в общем, и размер и вес диафрагм. Про high-end, ты про высокочастотную часть, а да, не про high-end. А то high-end это так звучит, как будто, когда мы говорим про супердорогие колонки, там все, конечно, по-другому. Да. Ну, Ричард, да, упоминал, что если вы возьмете отдельно, выделите низкочастотную составляющую сигнала, который воспроизводит ваша акустика, и померите, вы там, конечно, нелинейных искажений услышите вагон маленькую тележку. Вот если посмотреть только высокочастотную часть, да, где размеры диафрагмы и масса диафрагмы намного меньше, да, там, в общем, акустика уже ведет себя более аккуратно. И в этом случае, в общем, роль усилителя начинает, скажем так, выпячиваться, да, становиться все более и более весомой. Вот какой у меня вопрос. Сейчас попробую сформулировать. Как-то хочется, знаешь, сразу две мысли в одну засунуть, но тем не менее. Значит, вот можно ли выбрать усилитель просто по параметрам, по характеристикам? Ну, то есть вот в интернет-магазине ты посмотрел, вот мощность такая, там это такое, типа выбрал, и все, зашибись. Или все-таки надо его слушать ушами? Это первая часть, да. И вторая, и в связи с этим, а какие самые важные технические параметры все-таки для усилителя? По каким ориентироваться? The question in general about amplifiers and amplification. This question actually consists of two questions. The first part, is it possible to choose amplifier basing only on the formal characteristics, which you can read online, for example? Yeah. And second part of the question, what are most important characteristics of the amplifier to pay attention on when you try to choose a new amplifier or your first amplifier, if you want? You sure you want to ask that question? Да, говорит, точно вы хотите ответ услышать? Yes, let it be. I think the answer to the first question of what's important is, I think what's important is to know what you don't know. A lot of speakers are designed by people who have, even with engineering backgrounds, think that they understand all of the dynamics of the process, and actually they don't. So, excuse me. So they may design an amplifier that they think is going to be perfect, that's going to sound dreadful. There is so much to know about loudspeakers, and we don't know all of it. We know a lot more about how to make a good amplifier than we do good loudspeakers. That's going to be a quest and a goal forever, which is admirable. I think the thing about amplifiers is you can't get married to a concept that isn't proven. And a lot of my colleagues who are making electronics don't understand this. They are very proud of what they think that they know. In many cases, they know a great deal, and they're very sincere. But there are a lot of things that people don't think about that John Kerl thinks about every day, and a lot. So I would say it's knowledge, and it's respect for knowledge, and it's knowing when you're not done. A lot of companies will create a product and they'll listen to it. They will claim that they've listened to hundreds of different resistors and they've chosen the best one. Yeah, that's a good act. I haven't been persuaded about that yet. And the product will come to market and it's not very good. And there's just no reason for that. I mean, there's no reason I wouldn't want to do that. But again, let me specify the question. What is in a few words, what is more important, to listen amplifier or to choose amplifier by the characteristics?
what is Ну, давай-ка ты сначала переведи то. Let him translate the first part of it. Да, ну здесь, в общем... Okay, this is a really great question. So what I'm about to tell you is probably going to be somewhat of a surprise. Again, focusing on the Halo amplifiers because they're our most sophisticated and the ones that have John Kerl's input. What I'm going to say is going to be unbelievable to your guests. When we develop one of our amplifiers, we have the topology. We've used the same topology that John Kerl created for us coming out of his past experience. And if we know what the parts are and we know what the topology is and we haven't made a stupid mistake, we know what that amplifier is going to sound like. The people that claim that they compare, resistors and they chose this one out of hundreds, God bless them. I think that's great and it's a delusion. Окей, давай. Да, ребята, говорит, вы ответ, который от меня сейчас услышите, вряд ли ожидали, потому что я сейчас буду переводить, скажем так, квинтэссенцию. Да, там было много Ричард, всего. потому что здесь, в общем, действительно сказано было от души, честно и необычно. Да? Много производителей, много коллег Ричарда, да, говорят, что они производят свою технику, отслушивая каждый компонент, да, и из 100 резисторов выбирая один, тот самый, который дает их усилителю неповторимый звук. А когда этот усилитель поступает на рынок, звучит он отвратительно. И топология, схемотехника, которая использует Parasound, да, она в основе ее лежит, в общем, та топология, которая была предложена Джоном Керлом, их старым партнером, да, и предложена много лет назад. И этой топологии Parasound аккуратно следует. Если они не делают, имеется в виду Parasound, если они не делают уж каких-то явных ошибок в подборе компонентов, да, совсем дурацких, то усилитель звучит так, как он должен звучать. Ну, он даже сказал, что так, что, ребят, вот как бы, вот когда я вижу эту топологию, если у нас все соблюдено, я так понимаю, именно, значит, этот... Усилитель будет играть. Нет, не будет играть, и если мы все соблюли правильно, то мы знаем, как усилитель будет звучать, нам не надо будет слушать. Все понятно, по цифрам все ясно. Ну, то есть такой, типа, супертехнический ответ. А еще мне понравилось, что он по телегу про акустику прогнал насчет того, что действительно мы сейчас живем в мире, когда мы гораздо лучше знаем, как правильно сделать усилитель, и точно знаем, как его заставить хорошо играть, да, и что там, как работает, гораздо больше, чем мы знаем про акустику, который, казалось бы, вроде как теоретически гораздо более простой компонент, но, тем не менее, куча народу делает акустические системы, и они даже не задумываются о каких-то вещах, которые оказываются принципиально важными при работе потом с усилителем, и из-за которых колонки ведут себя совершенно по-разному, и часто вот так что невозможно заставить их нормально звучать. Ну, собственно говоря, это вот как раз очень наглядное свидетельство, так сказать, изнутри индустрии, что вот, да, такое количество вариаций, да, в идеях разработчиков, что вот потом пойди к ним подбери-то хороший усилитель. Ну да, то есть, в общем, прям совсем короткий ответ, да, то есть в основе всего лежит правильная топология. Если не делаешь ошибок с подбором элементной базы, усилитель будет звучать так, как ты этого ожидаешь. Так, хорошо, значит, так, тут у меня был какой-то вопрос из чата интересный. Ну вот классическая вещь, да, опять же, возвращаясь к параметрам, да, вот именно цифрам. То есть я хотел еще раз, да, проговорить, что вот интересно, насколько важна там мощность, да, что там работа на нагрузку. И вот, в частности, был вопрос в чате. Это действительно принципиально важно, чтобы усилитель, например, при падении импеданса акустики там в два раза увеличивал мощность. Это вот что за фактор и насколько он важен, и стоит ли на него так сильно, так сказать, молиться? Вот. A little bit more about formal characteristics of the amplifiers. One of our viewers asks actually about power handling of the amplifier. Is it so important for the amplifier to be able to increase power output twice if impedance goes twice lower?
Is it Okay, really? you want to know if it's important to double the power each time that the impedance is lower. Yeah, because there's a kind of a cult of these characteristics. People used to believe that if amplifier can do that, then it's the perfect amplifier. Or does it matter? Wouldn't it be nice if life was so simple? I think it's an important characteristic to an extent. Any amplifier needs to have a good power supply. Without a good power supply, there's no quality there. There's no music there. So it's an easy way to view the quality and capability of a power supply to say, okay, we'll double the output power every time the impedance is halved. And I think to a point it's valid as an indicator of what the power supply can do. Most of our amplifiers will easily double their power going from 8 ohms to 4 ohms, and the huskier ones will almost double their power going from 4 ohms to 2 ohms. So we respect the power supply, knowing that an amplifier really is no more than a power supply that's getting modulated by music. So the power supply is the foundation. Now, I think whether or not it can double its power as the impedance goes down is really important to the extent of what the speaker asks of the amplifier. If you have a high sensitivity speaker, something 95, 98 dB, 100 dB, that speaker will be very happy with 10 or 20 watts, and it really doesn't matter. But other factors come in that are kind of creeping along the side, considering what's the back EMF from the woofer driver that's pushing current back to the amplifier. How does the amplifier handle that? And typically an amplifier with a very, very large power supply has no problem with that. Most amplifiers that don't pay much attention to that don't sound very musical because it's polluted from that. So if you want to take with that, I'll keep going. Ну да, то есть характеристика это безусловно важная, потому что это характеристика прежде всего блока питания вашего усилителя. Да, это показывает, насколько вообще блок питания, который стоит внутри усилителя, не являясь еще собственным усилителем, да, способен накормить вашу акустику энергией. Поэтому, естественно, да, и в случае с Parasound все усилители Parasound легко удваивают отдаваемую мощность, да, при падении импеданса там, с 8 до 4 Ом. Да, и есть ряд усилителей, которые ниже 4 Ом способны работать, имеется в виду в линейке Parasound. Да, и это, конечно же, важно, да, для акустики. Но здесь нужно помнить, что акустика разная бывает. Бывает акустика с высокой чувствительностью, да, 96, 98, 100 децибел. И для этой акустики, вообще говоря, там 15-25 Вт будет больше, чем достаточно. Да. Но бывает акустика, например, с большими низкочастотными диффузорами, которая большой против-ЭДС дает, да, и дает большой обратный ток, да, в усилитель. И тут, в общем, как бы демпинг-фактор начинает влиять. То есть в целом ответ Ричарда – да, конечно. То есть удвоение мощности при уменьшении в 2 раза комплексного сопротивления акустики – это важная характеристика. Это необходимая характеристика, да, но это характеристика блока питания. А блок питания – это еще не усилитель. Ну да, собственно говоря, вот тут появилось появился тоже разговор в продолжение этой темы, что, мол, вопрос был такой, что не все усилители вот так вот, значит, делают в 2 раза, а еще какие-то не увеличивают в 2 раза. Куда девается мощность? Это никуда она девается, ее там просто нет, вот они не могут это увеличить. Что это вопрос, как действительно, организации блока питания, насколько там он энерговооружен. А это действительно просто, техническая основа усилителя. Чем лучше блок питания, тем лучше, но не забывайте про все остальное. Ты знаешь, хороший вопрос, аудиофильский, эзотерический. Тут нас давно уже просят перейти к аудиопорно, и я предлагаю. Итак, самый важный вопрос для всех нас – это, конечно, нужно ли и можно ли, и какой эффект даст. Во-первых, замена предохранителей внутри усилителей Parasound с простых, стандартных, на волшебные керамические или, может быть, даже освещенные какими-нибудь аудиофильскими магами. Вот. Ну и, конечно, ясное дело, смена шнура питания на аудиофильский.
толщиной в руку, или наоборот, гораздо тоньше, чем должен быть, но зато без экранирования. Ну, короче, ты понял. Этот самый, значит, шнур питания и предохранитель. Меняем на аудиофильский. Какой эффект? Yes, yes. More and more audiophile questions actually pop up in our chat. And yeah, we are now a little bit more into the, let us say, hi-fi porn part of our conversation. Now our viewer wants to know, is it so important, to change stock fuses to, let us say, custom ones, maybe ceramic ones, maybe blessed by some hi-fi magicians? And is it so important to change the stock power cable with another one, more thick, more solid? Let us talk about these small things. Is it so crucial for the sound of amplifier? You And sure you want to go there? the effect? Mm-hmm. Okay. Here's how I answer the question. It's possible. Anything is possible. John Kerl will say it's certainly possible that a silver fuse could improve the sound quality. This has to be weighed against the power of self-persuasion. Because you've spent the money, maybe it sounds better to you. Our brain is kind of wired that way. If we spend the money, it's better. So we're convinced that it sounds better. The way I answer the question, and we hear this question frequently, it's a very popular topic. Regarding power cords or interconnects, speaker wire, I would say you don't need to buy the most expensive one. Buy one from a reputable company that uses good materials and good workmanship. If you can't hear, and buy it from a dealer who will let you return it if it doesn't perform and give you what you hope you were getting. I think that's the only safe way to buy things. Otherwise, you buy something and maybe it doesn't sound any better for one reason. Some other part of the system it doesn't sound better. The same for the fuses. And we look at some of the aftermarket fuses that can cost $100 for a fuse, and there might be 5 of them or more in the product. It's possible it will improve the sound. It's more likely that there are other things in the system, including room acoustics, that are going to be much more important than the fuses. Да, ответ Ричарда: все возможно. Все возможно. Вполне возможно, что замена предохранителя приведет к тому, что звук вашей системы улучшится. Более того, гораздо более вероятно, что это произойдет потому, что вы потратили на это довольно серьезные деньги. И после того, как вы это сделали, система просто не может зазвучать лучше. Да, Не зазвучать лучше. Да, что это уже работает наш с вами мозг. Да? Мы потратили деньги, и мы обязаны себя убедить в том, что у нас все изменилось. Но, в принципе, да, конечно. Замена кабелей, замена предохранителей может приводить к тому, что звучание вашей системы изменится. Вот. Единственный совет, который дает Ричард: выбирайте, не надо покупать супердорогие кабели или супердорогие предохранители. Покупайте продукцию проверенных производителей с хорошей репутацией, а главное, покупайте их у дилеров, которые позволят вам поиграть с этими вещами, прежде чем вы окончательно их оплатите. Да? То есть всегда оговаривайте возможность вернуть кабели, да, если, например, вы не получили тот результат, который ожидали. Все остальное, в общем... Да, но он скажет даже, что, собственно, этот главный инженер Джон Керл, в общем-то, произносил фразу насчет того, что серебряный предохранитель действительно улучшает звук. Вот. Но другой вопрос, да, мне кажется, здесь, опять же, да, по-моему, что-то звучало, что типа, ну вы представьте, да, вот эти вот предохранители волшебные, там, по $100 за штуку, а их у вас там усилители 5. И вот ты, значит, $500 туда ввалил, ну и как бы вот имеет ли смысл $500 вваливать в апгрейд усилителя за 100, за 1000, только меняя предохранители, черт знает. Здесь, да, здесь немножко другой был рефрен, да, что, безусловно, все влияет на все, да, серебряный предохранитель будет влиять на звук, но гораздо больше на звук будет влиять акустические свойства вашей комнаты. Ну, например, да, есть более важные параметры. Вы можете что-то поменять, а ничего не изменилось, потому что на звучание системы в целом влияет какой-то другой элемент, другое слабое звено. Так, ты знаешь, у меня вот такой старый застарелый вопрос, тоже любимый аудиофилами. Так все-таки, значит, интегрированный усилитель
где все в одном корпусе, никаких лишних там проводов и тому подобного, все подогнано. Или все-таки предмощник, который, тем не менее, надо соединять дополнительными проводами, там, может быть, сигнал теряется, черт его знает. Что все-таки лучше? Отдельная предварительная и оконечная секция или интегрированный там супердорогой, хорошо скомпонованный аппарат? Also great question, which actually combines two questions which we discussed before, the questions about power supplies and the question about cables. What is better at the end of the day? The integrated amplifier, where you don't have long interconnectors, but you have one power supply, or a separated system with two different power supplies, but with a necessity to connect these two units with the cables, which are imperfect. So what is the solution in this case? Well, I think that there are different priorities. The advantage of the integrated amplifier is convenience, of course, and not having to have extra interconnects. The disadvantage is that you've got a large power supply in the same chassis as it's got a phono stage in it, moving magnet, moving coil. So it's possible that the size of the power transformer would interfere with the low-level signals in some way. And if you look at test reports where they show the effect of having the power transformer in there, it'll have harmonics of 60 hertz here, 50 hertz in Russia, of the frequency of the power grid, and then it could be 50 hertz, 100 hertz, 200 hertz, etc., which can pollute the low-level signals. So that's the compromise that's made with an integrated amplifier. Now, a really good integrated amplifier, conveniently like that one, mitigates this because we look out for that and we design around that so we don't have that issue. But ideally, I think separates will win because you've got separate power supplies specifically for their functions. If this was a preamp only, its power supply would be much, much smaller than what this is to support a large Class A/B amplifier. I think that it's really a question of convenience, budget. I think that if you're working with a good quality brand, I think you're going to get, for the most part, comparable performance, but ultimately the separates are going to be more pure. Да, ну, если речь вести про интегрированный усилитель, да, или как его тут до сих пор староверы называют интегральный усилитель, да, все-таки это вопрос компромисса. Это вопрос удобства, да, и это вопрос бюджета, и сложив удобство и бюджет, все-таки мы, наверное, получим слово компромисс. Интегрированный усилитель проще использовать в быту, нужно меньше кабелей, которые, кстати, тоже стоят денег, да, но хороший, мощный интегральник, он должен иметь хороший, мощный блок питания, который неизбежно будет давать наводки, да, на секцию предусиления, и в частности, например, на секцию фона. Да, фон-корректора, что особенно нежная. Неизбежно, да, приведет, это очень самая нежная часть предусилительного тракта, что неизбежно приведет к ошибкам, да, в звуке. Поэтому, конечно же, раздельная схема в этом плане предпочтительна, да, потому что в этом случае мы для предусилителя используем менее габаритный блок питания, который меньше излучает, да, электромагнитной энергии, меньше влияет на цепи предусиления. И даже если мы получаем необходимость соединять предусилитель и усилитель кабелем питания, в результате мы потеряем в качестве звука меньше, чем мы приобретем, да, в итоге от того, что мы разнесем секции предусиления и усиления. Понятно, Поэтому, надо вообще все-таки предмощник брать. Такой. Предмощник надо брать, да, а интегральник это лучше. А интегральник для лопухов. Ты знаешь, поступил вопрос непосредственно ко мне, вот аудитории, такой. А правда ли, что гармонизаторы Борзенкова легендарные эффективнее всех предохранителей и кабелей? Я вам больше скажу, ребята, они еще эффективнее усилителей. Вот у меня, смотрите, наклеен гармонизатор, даже два специально подобраны, так вам видно, на щеточку для винила. Это я наклеил вчера. Теперь я вот эту мойку для винила, которую только что купил, выкидываю на помойку. Не скажу адрес той помойки, чтобы ее не унесли. Потому что вот эта щеточка теперь чистит лучше винил, конечно, вы понимаете. Так, ладно, значит, лирический момент. Да, на самом деле, там хороший вопрос, естественно, про классы усиления.
Вот. Вроде как, насколько я понимаю, Parasound строго придерживается АБ, вот, и причем транзисторного, но, соответственно, все-таки, а как насчет класса D пресловутого, других классов усиления? Что с ними не так? Почему их нету в парасаундовских аппаратах? About amplification classes now, Richard. Class A or Class AB, God bless them. Parasound followed this ideology for so long time. What about Class D? I know that Parasound has now Class D amplifiers on board, but what is your personal opinion about AB versus D? Well, I think that Class D are becoming exquisitely wonderful, and that's ongoing. And we have a Class D amplifier in the Zone Master line, which is very hard to distinguish from some of our larger Class AB amplifiers, but it can be distinguished from it. I think that ultimately we'll stick with Class AB for our best products because we have more control of the variables. When you buy a Class D module, you get what you get, and any other person can buy that same module and put it in a chassis and pretty much have the same product. From my perspective, commercially speaking, Class D is overly democratic, and that's an issue for a company that really has a commitment to value. We're at one time in the development of the JC1 Plus, some of the guys in the company said, "This is too hard. They're too heavy. This is going to be a lot of work. Let's just buy a big Pascal module and stick it in the chassis and we're done." This would be the same module that Jeff Rowland was using in his integrated amplifier. But what's to stop anybody else from going to Pascal and buying that module? And now they've got the same thing, and maybe they don't have an actual company, they have no overhead, no employees, and they can sell it for cheap. So from a commercial standpoint, it's a risk. We're staying with Class AB as long as we can get the parts to build them, which will not be forever, but lucky for me, I'll be dead before then. We love what we've accomplished with it, and yet some of the Class D is absolutely exquisite, and some of the designers are really remarkable, and there are new insights coming all the time. I would say at the end of everything, Class D will own it because the parts available to build wonderful Class AB amplifiers just won't exist. It's well known that that we have a stock of an immense amount of Toshiba FETs that were discontinued almost 20 years ago. We paid a lot of money for these because there's nothing current that's as good as as these are. Someday they're going to run out. Да, ну, действительно, технологии класса D, да, которые иногда и весьма ошибочно называют цифровым усилением, они развиваются день ото дня, и они становятся, по утверждению Ричарда, все лучше и лучше. И Parasound, вообще говоря, отнюдь не стоит в стороне от этих тенденций, да, и использует модули усилительные класса D в некоторых своих продуктах, в частности, линейка такая Zone Master есть, да, в Parasound, погуглите, посмотрите на сайте Культуры. Там используются паскалевские модули. Паскаль — это такая датская компания, которая производит модули усилительные D-класса на заказ. Parasound будет производить усилители класса АБ так долго, как это позволит наличие запчастей. Parasound очень внимательно относится к элементной базе, как уже сказал Ричард в самом начале нашего интервью, тщательно отбирая самое лучшее, что есть на рынке, и скупая это самое лучшее в невероятных количествах. Вот, в частности, Ричард упоминает, что в своих АБ-усилителях класса АБ серии Halo они используют тошибовские полевые транзисторы, которые на самом деле сняты с производства 20 лет назад. Да, у Parasound их такой запас, что этот запас легко переживет Ричард. Да, в общем, как раз был второй вопрос, как раз на тему того, что почему они там вот сидят на этих транзисторах. Я так понимаю, что именно MOSFET, именно конкретные тошибовские. Да, и Ричард на этот вопрос отвечает, к сожалению, для нас с вами неутешительно. Он считает, что АБ-технология обречена, что в конце концов D-класс унаследует мир,
просто потому что, Hi-Fi нет, просто потому что хороших компонентов для производства аудиотехники в классе АБ да. не останется. Вот, Ну, в Parasound общем, всячески как плазму оттягивает, бьют злодеи. да, всячески оттягивает этот момент, просто запасая все необходимые компоненты на долгие-долгие годы, а может быть и десятилетия вперед. И, в общем, это является косвенным ответом на вопрос, что же лучше, АБ или Д. АБ. Но вот, наверное, будущее наше. Я не хочу сказать, что оно, но это я уже от себя добавляю. Не хочу сказать, что прям все уж настолько плохо. В D-классе есть свои преимущества, да, и они, в общем, не всегда очевидны, особенно если мы ведем речь про дешевый D-класс, да. А вообще говоря, D-класс знает примеры весьма и весьма удачных решений. Но, тем не менее, да, вот история. Да, он, кстати говоря, там еще какой-то был увлекательный прогон именно с точки зрения индустрии, что как это, значит, применение D-класса вот этих вот модулей. Он упоминает коммерческий риск для компании, скажем так, масштаба Parasound, потому что Parasound, в общем, не гигантская корпорация, это небольшая семейная компания, да. Он упоминает о коммерческих рисках использования модулей D-класса, потому что риск заключается в том, что эти модули может использовать любой производитель, даже не имеющий ни собственного опыта, ни собственного элементной конструкторской технической базы, да, просто купив готовый модуль у того же Паскаля, налепив на него свой шиндик и продавая его, не знаю, в 10 раз дешевле Parasound. И в этом случае, в общем, Parasound, безусловно, будет проигрывать, да, потому что модули будут использоваться одни и те же, скрывать это, естественно, никто не будет, да, а цена будет по понятным причинам очень сильно разниться. Поэтому вот для Parasound есть риски использования готовых решений. Хотя, в общем, для ряда линеек эти модули используются, и я вот могу подтвердить, что весьма и весьма пользуются успехом, особенно у инсталляционного сообщества, которое серию Zone Master использует для системы распределенного аудио, да, так называемых мультирум решений. В общем, там как раз D-класс вполне себе. Смотри, мы уже, в общем-то, как раз подошли к границам нашим временным. Вот. Однако я не могу задать еще один вопрос, не задать еще один вопрос от себя, а именно это классический вопрос. А почему же и в усилителях Parasound, как и во многих других любимых мною усилителях, используется синий цвет в диодах и подсветке экрана? И вот я вижу сейчас у Ричарда за спиной светятся эти цифры синие. Yeah, it's the most. It's our local joke. The most beloved question of Michael. Yeah? He loves to ask it to every manufacturer. I can see on his face he loves this question. The question sounds like that. Why the hell you use these blue LEDs for your amplifiers? That is not a question only for Parasound. That is a question for many amplifiers manufacturers. Michael hates blue. I don't know why. This is something personal. It makes my eyes bleed. Why they are too bright. Why do you use blue LEDs for indication? I have no idea. Понятия не имею, говорит Ричард. We did this specifically for decades. We've done this, knowing that this day would come, so we could really piss off Michael. Да. Мы это делаем это десятилетие. В общем, будем продолжать выводить Мишу из себя. Но вообще говоря, защищая Parasound, я хочу сказать, Миха, там не синие светодиоды, они фиолетовые. О, да. Это совсем другое дело. Yes, they are not blue, they are violet, to my mind, yeah? There's a lot of different tints of these. This started when the Halo design concept was developed. I had a lot of assistance from an industrial design company in a Chicago suburb, and the blue were becoming quite trendy, and it looked to be a good complement for what we were doing. There are people that have had our multi-channel amplifiers in home theaters where the amplifiers might be at the front of the room, and those 5 for the 5-channel or 3 for the 3-channel amplifier, blue LEDs are really troublesome for them. So we just say buy a little sticker and put it over the LED, and you don't have to worry about it. I really can't answer it other than it's kind of been tradition that we've done this. Now, we do have, sometimes we have other colors. If we hit the not this one. No, wait a minute. Well, for example, on this integrated, when it turns on and off, it's going to go red. Yes, nice colors now. So maybe that's more beautiful. Just leave it on mute and then forget about it. But there is no other question, and there haven't been really wonderful, rich colors that have seemed appropriate.
Perhaps there will be someday, but I feel your pain. Да, Миша, Ричард чувствует твою боль и видит ее у тебя на лице, но вот он не может сказать, почему именно так. Вот в свое время, когда для Ника Хейла разрабатывалось, Ричард советовался и в том числе с промышленными дизайнерами, которые помогали ему в разработке внешнего вида его усилителей. И вот тогда был вот такой фиолетовый цвет выбран, потому что он, в общем, хорошо сочетался с остальными цветами, которые использует Parasound для своих усилителей. Ну, к слову сказать, в Parasound не только используется такой темно-синий цвет, там, в общем, в режиме стендбай и красный используется, и в режиме мьют, кстати, тоже. Поэтому, ну, вот такого ответа, наверное, прямого нет. Ну, это известно, слушай, они никто никогда не задумывается, почему. Это вот реально, я еще Традиция, сказал, что это потому что так просто принято. традиция. Почему-то Так вот все принято. так делают. И никто даже не думает, типа, ну а что, ну и делаем, да, и ладно, Ну и да. хорошо. А если кому не нравится, кстати, Ричард тоже сказал, то можете всегда чем-нибудь заклеить. И вы знаете чем? Да, $666 в нашем виртуальном магазине за специальный гармонизатор Борзенкова. Ну, либо синей Так. изолентой. Да, или синей изолентой. Так, ну что, мне кажется, что у нас уже более-менее закончились вопросы. Вот, и я мой вопрос любимый задам? тоже. Ну давай, руби. Ричард, Только сначала по-русски надо. Да, я хочу вообще свой задать вопрос. Спросить Ричарда, какой вопрос мы ему не задали, из тех, которые он ожидал Классика. услышать, Давай. на которые он бы хотел ответить. Мгм. Okay? Richard, that is a question from me. What question didn't we ask you? That you wanted to answer. What question would you love to answer, but you didn't hear it from us? That's an interesting question. When you've accumulated this many years and you've met so many wonderful people in the industry and so many owners of the product, I wouldn't even know where to start. I could say, do you enjoy this as much as I do? Would be one question. Clearly you do, but you really this is one I really don't. I can't think of it. You've covered a lot of ground. It's a pleasure to be here and address your community. I might say if there's other questions that arise that that people have, maybe they've thought about something, Artem, just send them to me and I'll answer them. Да, ну действительно, вопрос слишком объемный, да, для того, чтобы ответить на него коротко, да. Действительно, Ричард давно в индустрии, очень многих он знает лично, да, с очень многими дружит. И так вот сейчас сообразить, что же такое мы его не спросили, о чем бы он хотел рассказать, у него столько есть рассказать, ребята. Поверьте мне, ребята, я, в общем, горд, на самом деле, счастлив знакомством с Ричардом. И действительно, человек, которого можно слушать просто как лектора часами, да, о его историях хай-файных. Richard, what about memories? Are you going to publish a book about Richard Шрамом and hi-fi industry? Nobody would buy it. Да, я спросил, Ричард, не собирается книгу написать? Ричард Шрам и hi-fi industry. My book or my products. I mean, the pleasure that people, like anything that gets music into our lives in a way that really pleases us, is all the book that I need. Mm-hmm. And no, this isn't such an interesting story. The products and the music are the interesting story. I'm not the interesting story. Да, но Ричард, да, как скромный человек, говорит, что, в общем, он, наверное, сам по себе не интересен, а интересны те продукты, которые он создал за ту долгую карьеру, да, и, в общем, для него его произведения, его усилители являются лучшей книгой, которую он мог бы написать. Ну, ты самое главное не перевел, а именно, что Ричард сказал, что вообще-то он отвечает на все вопросы, которые ему приходят. Да, поэтому ребята, если у вас, ребята, правда, в чате вопросы какие-то еще остались, и вы их не успели задать, или потом вам что-нибудь придет в голову, то вот пишите вот этому человеку в очках интеллектуальному. Нет, правильно, пишите прямо на Parasound, заходите parasound.com, там есть email для связи. Пишите туда, и я могу вам гарантировать, что Ричард отвечает на большинство вопросов, технических даже, да, связанных не просто там с какой-то общей философией усиления, а просто вот у меня тут не работает штучка, что мне делать. Да, или я столкнулся, да, вот с тем, что Бар Уилкинс, не знаю почему, да, чем запитать. Ричард отвечает на эти вопросы сам, отвечает с удовольствием, да, вы как смогли убедиться, он человек очень доброжелательный и общительный. Поэтому, да, заходите на parasound.com,
отправляйте свои вопросы. Я уверен, что Ричард найдет время, чтобы на большинство из них ответить. Ура! Ну что, будем потихонечку прощаться и расходиться. Спасибо, друзья, за вопросы. Мне кажется, это довольно у нас умный разговор какой-то. Прямо. Затронуты были технические аспекты. Вот. Хочу сказать спасибо Ричарду от себя. Thank you, Richard. It was a great pleasure to talk to you, to hear all those stories and backgrounds. Thank you very much. This was terrific. I hope we'll have an opportunity to do this again, and I appreciate this. Yes, we will, for sure. Thank you so much, Richard. Me personally, I appreciate your time today. Actually, it took more than 1 hour and a half, and we really enjoyed this time. I do hope. I hope your viewers enjoyed it. Yes, we had a lot of attendance this time. Quite a lot of questions and people watching. Yeah, and I want to mention, Richard, that this stream will remain on YouTube, and those who actually had no opportunity to join us today, they will be able to see it later. And thank you once again. Mm-hmm. I really hope that we will repeat this experience soon. I look forward to it, and this is great. So have a good evening. I'm going to have a good day. Да, спасибо, ребята. Хорошего вечера. Ричарду хорошего утра. В Калифорнии сейчас 9 часов, 9:37, да? Поэтому, спасибо, ребята. Спасибо, Миша. Да, спасибо, ребят. Значит, я как распорядитель банкета, наверное, передам нашему сисадмину слова о том, что пора завершать нашу трансляцию. Еще раз всем спасибо, так сказать. А вы, джентльмены, можете уже сами отключаться. Никто вас больше мучить не будет. Thank you, Richard.